Ну да неважно. Ведь ты вестник плохих новостей. Задача осталась такой, какой и была. О, так вы решили выжать из себя все до капли? Долгожданная битва Наруто и Саске против Джигена наконец-то экранизировалась в аниме. Этого сражения я и все фанаты Боруто ждали почти целых 2 года, ведь 204 серия это адаптация 37 и 38 главы манги Боруто, которые на секундочку вышли еще летом 2019 года. То есть спустя 2 года нас наконец-то начали кормить чем-то полезным, а не какими-то скучными филлерами в виде дерьма, да еще и с ужаснейшей рисовкой, которая по моему мнению хуже той рисовки, которая была в первом сезоне Наруто. Всем здорово, ребятос, и в данном ролике мы поговорим о последних событиях, которые были показаны в аниме Боруто, и разберем очень интересный момент, который на секунду мелькнул в 204 эпизоде. А вот 5 рандомных ребят, которые нашли символ страны звука в прошлом ролике. Спасибо вам, ребята, за актив. А если ты тоже хочешь попасть в следующий видосик, то в данном ролике найди Мангёки Шаринган и Тачи Учиха, и в комментариях напиши тайм-код к этому моменту. Я Ван Кайф, я желаю вам приятного просмотра. В целом, 204 серия мне понравилась. Если брать в сравнение бой нашего дуэта против Джигена и бой Наруто против Дельты, то для меня здесь все очевидно. Нынешний бой на порядок лучше, чем тот цирк, что мы видели буквально несколько серий назад. У меня даже в некоторых моментах просто пробегали мурашки по всему телу, ведь давненько я не чувствовал этого при просмотре аниме Боруто. Данному файту я бы поставил твердую 7 из 10, ведь тот же бой против Момошики и Киншики был гораздо круче, как в плане эпичности и ритмичности, так и в плане рисовки. Некоторые моменты хотелось бы увидеть более прорисованными, но в целом в принципе неплохо, хотя не буду скрывать, что ожидания были куда другими. Данный бой Наруто и Саске просто слили, но удивляться этому сильно и не нужно, ведь Джиген, которым управляет Ишики, это уже не Момошики и Киншики, это тот Уоцуцуки, который возможно является членом главной семьи, или что более вероятно, он ближе всех к этой семье, из тех Уоцуцуки, которых нам показали. Он владеет на первый взгляд очень простыми способностями, которые не таят в себе большой опасности. Так думали Наруто и Саске, и в итоге вышло вот это. Вот же тварь. Саске, беги! Все же была видна какая-то даже недооценка соперника с их стороны, но Джиген, или точнее сказать Ишики, их почти не почувствовал, ведь даже в таком слабом сосуде как Джиген, он не мог использовать примерно половину своей силы, но это не помешало ему одного запечатать в каком-то непонятном горшке, а второго оставить на волоске от смерти. И именно для Саски Джиген будет более неприятный соперник, чем для Наруто, ведь у нашего усатого друга регенерация на порядок выше, чем у Саски. А судя с того, что мы увидели, Риген играет одну из важнейших обилок именно против Джигена. Но не стоит сейчас хейтить Саске, ведь он для Джигена будет нести больше опасности, нежели Наруто. Ведь сила его глаз, что для Ишики, что для Момошики, была в принципе чуть ли не главной проблемой. И они оба хотели сначала убить именно Учиху. Полагаю, первым мне следует устранить именно тебя, Учиха Саске. Но здесь еще важно то, что им обоим был нужен еще и Курама, поэтому они откладывали Наруто на второй план. Для тех, кто не читает мангу, я расскажу детальнее, какими именно способностями владеет Джиген. А если ты читаешь мангу и уже знаешь о его способностях, то советую перемотать ролик, ведь там есть один момент, который тебе точно будет интересен. Ну а вернемся к Джигену. Способность, с помощью которой он пронзил Наруто и Саске, называется Сукуна Хикона. С ее помощью он может уменьшать абсолютно все неживое до микроскопических размеров, или же наоборот. Он может сделать их невероятно огромными, а также единственное живое существо, которое он может уменьшать, это он сам. На первый взгляд кажется не так уж и имбово, но на деле это далеко не так. Ведь давайте вспомним, чем сильно славился Наруто. Именно своими сенсорными способностями, которые по идее должны были остаться, и они остались. Но что мы видим? Он просит помощи в Саске, чтобы тот сказал ему, где находится уменьшенный Джиген. Вы сейчас подумаете, что Наруто просто слили, но позвольте объяснить. Джиген может уменьшаться до микроскопических размеров, то есть его даже Саске едва видит с помощью Шарингана, и это является главной причиной, почему Наруто его не чувствовал. В
Второй же способностью Джигена является Дайкокутен, с помощью которого он может переместить все уменьшенные им предметы в свое карманное измерение, в котором вообще не существует времени, то есть это позволяет этим предметам сохранять свою форму вечно. Также Джиген может в любое время завалить противника тем, что находится в этом измерении. И главная опасность данной способности, что все это происходит максимально неожиданно и на невероятной скорости. К тому же он может их сразу увеличивать, что делает уклонение от его атаки практически невозможным. Эти две способности используются его неизвестным дадзюцу, которое окрашено в желтый цвет, внутри которого находится 8 прямых линий. И этот узор напоминает колесо сансары, которое возможно и связано со всей организацией Кара. Но мне бы хотелось узнать название этого дадзюцу, ведь Ишики умер, а тайна его глаза так и не раскрыта. А теперь перейдем к тому интересному моменту, о котором я говорил ранее. Посмотрите внимательно на резкое движение рукой Наруто, когда он использовал Расенган. Это движение идентично тому, которое использовал Боруто, пытаясь уничтожить Мамашики. И по факту ни Минато, ни Джирайя, ни даже Наруто до этого момента не делали такой резкий поворот рукой в сторону. В случае Боруто его Расенган как будто бы стал магнитом, который засасывает в себя предметы, тем самым усиливая технику. Ведь именно после этого маневра он и победил Мамашики. В случае Наруто, то его Расенган не был столь огромным, как у Боруто. Да и Наруто использовал его, чтобы отбить атаку Джигена. То есть он использовал Расенган как щит. Простыми словами, если посмотреть внимательно, то Боруто использовал Расенган для атаки, и он сделал резкий маневр по часовой стрелке, а Наруто использовал Расенган для защиты и сделал резкий маневр против часовой стрелки, чтобы отбить уменьшенные штыри Ишики. В итоге мы получаем Расенган как универсальную технику, которую можно использовать как для атаки, так и для защиты в бою. С Расенганом Наруто мы разобрались, но что насчет его клонов, которые молча стояли и наблюдали, как некоторые клоны пытались там что-то сделать Джигену. Это, наверное, единственный отрицательный момент, который присутствовал в данной серии. Авторы, пожалуйста, верните тех клонов Наруто, которые мы все хорошо знаем, а не те, которые смотрят как зрители в цирку на происходящее. Также я хочу отметить, что Джиген не относится к ряду плохих парней. Он просто не может контролировать свое тело, ведь им управляет Ишики. Джиген — это просто монах, который оказался не в том месте и не в то время. И когда говорят, что Джиген использовал Сукуна Хикону, это на самом деле неправильно, ведь ее использовал Ишики просто через тело этого бедного монаха. Даже я так говорил, но это только из-за того, что я не хотел вводить в заблуждение зрителей. Поэтому Джиген не может использовать ни Сукуна Хикона, ни Дайкокутен. Это исключительно техники Ишики, просто он использует их с помощью тела Джигена. Ну и подведем итоги 204 серии. Саски вернулся в Коноху в полумертвом состоянии, и Наруто, который запечатан в горшке, тоже по факту на грани смерти. В следующей серии, по идее, должны показать, где Каваки и новая команда 7 отправятся спасать Наруто, и нас ждут очень мощные серии ближайшие 2 месяца. Делитесь своими впечатлениями о данном сражении в комментариях, а на этом у меня все. Я надеюсь, что данный ролик вам понравился и вы оцените мой труд лайком и также подпишитесь на канал. Также не забудьте, пожалуйста, включить уведомления, чтобы не пропускать мои новые видосики. Ссылочки на наши паблики в Инстаграме, Телеграме и на беседочку в Дискордике будут, как всегда, в описании. Там же будет ссылочка, где вы сможете помочь нашему каналу развиваться. А с вами был Ванкайф, и я желаю всем удачи. Всем пока.